Привет, друзья! Это Макс, и сегодня мы с вами будем готовить еду! Да! Итак, кулинария это прекрасно, но, как вы знаете, я работаю очень много, очень много, да. Сегодня я пришел домой пораньше, да. И поэтому у меня нет времени готовить. У меня нет времени готовить еду. И это очень грустно, это очень печально. Но что делать? Сегодня Макс пришел домой рано или поздно? Рано. Сегодня Макс пришел домой пораньше, то есть рано. У Макса много или мало времени, чтобы готовить? Мало, да. У Макса мало времени, чтобы готовить. Это грустно или весело, что у Макса мало времени? Грустно, да. Это очень грустно и печально. И если у вас нет времени готовить, то мы можем приготовить полуфабрикаты. Та-да! Итак, полуфабрикаты – это еда, которая уже готова или почти готова. То есть она в полуготовности. Наполовину готова, наполовину не готова. И, соответственно, мы можем приготовить ее очень быстро. Например, сегодня мы приготовим с вами наггетсы. Куриные наггетсы. Так, окей, наггетсы есть. Что еще нам понадобится с вами? С чем можно есть наггетсы? Ну, Макс хочет приготовить обычную еду или полуфабрикаты? Макс хочет приготовить полуфабрикаты, да. А почему Макс хочет приготовить полуфабрикаты? Потому что это быстро. Полуфабрикаты можно приготовить быстро. ну, можно открыть шкаф, посмотреть, что тут есть. И можно сделать какой-нибудь гарнир. Обычно на обед или на ужин мы едим какое-то основное блюдо, например, рыба, мясо, не знаю, грибы или еще что-то такое основное, да, блюдо, и гарнир. В качестве гарнира может быть картошка, овощи, но у меня нет ни картошки, ни овощей. Зато у меня есть разные крупы. Вот, например, есть крупа пшеничная, да, вот такая вот, в специальных пакетиках. Я ем ее на завтрак. Вот она в пакетике, вот маленький пакетик, и вот эта крупа. Ее нужно положить в кастрюлю, вот кастрюля. Мы сюда наливаем воды, добавляем воду, кладем пакетик и варим 10 минут. Потом я добавляю сгущенку. О, кстати, это вообще тема. Я не знаю, где еще в мире, кроме России, есть сгущенка. И вообще, что такое сгущенка? Вот сгущенка — это сгущенное молоко. То есть это такое, это молоко, концентрированное молоко с большим количеством сахара. Вот, я покажу сейчас, как оно выглядит и его консистенцию. Сейчас вот я открыл. Это сгущенка. Она бывает в банке, а бывает вот в таком вот пластиковой упаковке, в такой. Вот, и вот так она выглядит. Так. Вот,
Вкуснотища. Так вот, в такую кашу я потом добавляю сгущенку. И это мой завтрак. Иногда у меня есть еще крупа кукурузная, да. То есть сделанная из кукурузы. То есть это кукуруза тоже в пакетике. Ее тоже можно сварить вот в такой кастрюле. Иногда я ем овсянку. Эй, привет, англичане! Да, овсянка это наше все. Овсянка это очень круто. Вот, овсянка. Но иногда это макароны или спагетти. Мы редко говорим паста, обычно говорим макароны. Но длинные это спагетти. Окей. Ну и, собственно, все. Но сегодня я устал, честно говоря, чтобы готовить какой-то гарнир. Поэтому я сделаю наггетсы и я сделаю салат. Итак, приступим. Макс обычно ест на завтрак мясо? Нет, Макс не ест на завтрак мясо. Макс обычно ест на завтрак овсянку? Да, Макс обычно ест на завтрак овсянку. Овсянка – это каша или это гарнир? Каша, конечно. Овсянка – это каша. Сегодня Макс будет готовить гарнир? Нет, сегодня Макс не будет готовить гарнир. Сегодня Макс будет готовить рыбу? Нет, сегодня Макс не будет готовить рыбу. А что будет готовить Макс сегодня? Да, наггетсы и салат. Макс будет готовить наггетсы и салат. Первое, что нужно сделать, это надеть фартук. Да, это фартук. Мы сейчас его оденем. Теперь я готов. Итак, сначала нам нужно пожарить наггетсы. Наггетсы можно приготовить в микроволновке. Да, микроволновка у нас вот здесь. Вот она, микроволновка. Оп, 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 оп. Вот, микроволновка. Но это слишком просто и неинтересно, поэтому я буду наггетсы жарить. Итак, мы берем сковородку, да, желательно чистую. Эту я уже помыл. Я помыл ее, она чистая. Итак, дальше нам нужны спички. Спички. Так, мы берем спички и зажигаем газ. Так, оп. Давай, 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 давай. О, отлично. Огонь. Огонь есть. Теперь мы ставим сковородку. Так, и нам нужно ее разогреть, потому что потом я буду добавлять масло. Итак, кстати, масло бывает двух видов. Это масло растительное, оно бывает подсолнечное или кукурузное, вот, или, например, оливковое. А это масло сливочное, потому что оно делается из сливок, из молока, из сливок. Итак, сливочное масло, растительное масло. Окей, нам нужно сливочное масло. Растительное. Да. Так, мы берем растительное масло. Сковородка уже нагрелась. И я сейчас
наливаю масло на сковородку. Оп. Так. Отлично, сковородка нагрелась. Масло горячее. Так, теперь мы немножко убавляем огонь. Да, я убавил огонь. Итак, и открываем наггетсы. Оп. Во. Юху! Наггетсы. И теперь мы наггетсы выкладываем на сковородку. Так, открываем пакет и выкладываем. Ну, кладем или выкладываем. Выкладываем, значит, переместить из одного места в другое. Да, я выкладываю. То есть отсюда я выкладываю их на сковородку. Уу! Отлично. Так, наггетсы на сковородке. Ау. Супер. И теперь нам нужна лопатка. Вы знаете, есть большая лопата, да? Лопата. А это маленькая лопатка. Лопатка. Вот, о, надо больше масла. Мало масла. Я хочу добавить еще масла. Налить еще масла. Я хочу, чтобы они были жареные. Да. Так, и самый маленький огонь. Отлично. Теперь нам нужна крышка. Крышка. Но эта крышка слишком маленькая. Маленькая. Нам нужна большая крышка. Итак, большая. Во, какая классная крышка, да? Этой крышке больше лет, чем мне. Мне 30 лет, а этой крышке, ну, наверное, 40 или 50, я не знаю. Окей. Итак, мы оставляем наггетсы, пусть они приготовятся. А пока мы порежем салат, окей? Макс хочет пожарить или сварить наггетсы? Пожарить, конечно. Макс хочет пожарить наггетсы. Макс хочет пожарить наггетсы на сковородке или в кастрюле? Конечно, на сковородке. Да, правильно. Это все на сегодня. Увидимся во второй части. Пока-пока.